Бижан отправляется на бой с кабанами. Бижан, готовясь в путь для бранных дел, перепоясался и шлем надел. Он двинулся на бой вдвоем с Гургином, помчался по Нагорьям и равнинам. С воителем гепарды, сокола, охота тяжела, но весела. Как лев он рыскал по дорогам края, анагров и газели истребляя. Напав на ланей, самку или самца, гепарды вырывали их сердца. Как бесов, так мурас на поле бранном Бижан анагров уловлял арканом. Фазанов настигали сокола, кровь на кусты жасминные текла. Так проскакал Бижан с Гургином рядом, им показался путь прелестным садом. Но вот и край, где лес издревле рос, что ныне людям столько зла принес. Когда Бижан взглянул на ту чащобу, он вспыхнул и, почуяв в сердце злобу. Не знали кабаны в краю лесном, что прискакал Бижан на вороном. Он въехал в лес, горя одним желанием сразиться с диким полчищем кабаньим. Сказал Гургину: «Хочешь, ринься в бой, а нет, за темной притаись листвой. У озера удачная засада. Лишь стрелы я пущу в кабанье стадо, забота будет у тебя одна — взять булаву, услышав кабана. Я промахнусь, взмахнешь ты булавою, зверь со своей простится головою». Сказал Гургин: «С властителем земли мы по-иному разговор вели. Тебе дана богатая награда, чтоб уничтожил ты кабанье стадо. Я за других сражаться не привык, я не соратник твой, а проводник». Остолбенел Бижан широкоплечий, когда услышал он такие речи. Вступил он в лес, уподобляясь льву, натягивая лука тетиву. Как вешний гром пугал лесные сени, листву с деревьев смел, как вихрь осенний. Пошел на кабанов, как пьяный слон, в руке булат, что в битвах закален. Но кабаны, друг друга призывая, вдруг ринулись клыками, прах взрывая. На витязя напал кабан один, кольчугу разорвал, как Ахриман. А щит свои клыки широкомордый он тер, как сталь острят, а камень твердый. И вепрь, и витязь бешенства полны, и вся поляна в пламени войны. Бижан ударил вепря в грудь булатом, покончил с этим чудищем проклятым. Все кабаны в испуге затряслись, и сделались они смирнее лис. Их головы Бижан рубил, как мститель, вязал их таракам коня-воитель. Разбрасывая туши на пути, клыки решил он шаху привести, чтоб витязя отвагу и дерзанье явили знатным головы кабаньи. Горою возгрузились торака, свалила б ноша буйвола быка. Коварство Гургина. Гургин, исполнен злобы и досады, в смущении появился из засады. Синел вдали необразимый лес, он превознес Бижана до небес. Почувствовал он в сердце боль и горе, со страхом думая о своем позоре. Ему внушил нечистый Ахриман предать Бижана, совершив обман. Такой Гургину был начертан жребий, что он забыл о Господе на небе. Кто роет яму для другого, тот сам в эту яму низкий попадет. Гургин с отважным юношей слукавил, тенета на пути его расставил. Сказал Бижану: «Витязь молодой, ты смел, умен, сияешь красотой, и происшествий множество с тобой случится, так преднаписано судьбою. Послушай, что скажу тебе сейчас. Бывал я в этой местности не раз. Я с Гивом здесь бывал на поле чести, с Науразом, Тусом и Рустамом вместе. Здесь много одержали мы побед, и много с той поры промчалось лет. Когда себе мы добывали славу, а властелину юному державу, в 2 днях пути отсель ты должен знать, есть место, где всегда пирует знать. Земля одета в зелень и багрянец,
Привольем наслаждается туранец. Цветник пылает и звенит ручей в прибрежище туранских силачей. Земля атлас, а воздух мускус томный. И 40 роз наполнен ключ укромный. Цветы, кумиры дышат в забытьи, язычниками стали соловьи. Их пением оглашается долина, красуются фазаны в круг жасмина. А скоро дни за днями пролетят, то место расцветет, как райский сад. В садах, в горах и днем, и в полнолунье там будут переликие колдуньи. Там дочь Афросиаба, Манижа, зайдет как солнце, как весна свежа. В ее шатре 100 девушек-служанок, 100 идолов, 100 молодых турчанок. Ланиты их завешенный остан у каждой из красавиц, как платан. Венчают их цветы, глаза чуть пьяны, а губы их даруют сок багряный. Здесь предаются девушки пирам. Кумирню здесь найдешь, китайский храм. И если путь в Туран тебе отраден, то к месту празднеств ты прибудешь за день. Из луналиких лучших отберем, затем предстанем с ними пред царем. Был очарован и взволнован разом доверчивый Бежан таким рассказом. Был молод, сладострастием томим и поступил, как должно молодым. Аудиорассказы от Эдемы Элай.